Всем доброе утро. Мы сегодня опять собрались с вами на моей кухне. И я вам хочу рассказать, что я вчера делала со своей закваской. Утром ее кормили вчера 3-й раз. И мне ее пришлось взять с собой на работу и следить за ней, подкармливать ее. Вот у меня в ведерке это наша та самая ржаная закваска. После утренней подкормки, где-то в обед я ее начала, она у меня поднялась, я ее начала кормить. И со вчерашнего дня, после 3-й подкормки, желательно уже на 4-е кормление увеличивать ей дозу муку и воду в 2 раза. Если мы начали наш стартер с 25 грамм, то увеличим ее вдвое и кормим 50 на 50. И знаете, она у меня, вот эта вот закваска ржаная, поднималась через каждые 2 часа. Я ее после этого кормила еще раза 3, наверное. Утром ее кормили 3-й раз, в обед, где-то в конце дня, вечером и буквально перед сном. И мне пришлось все-таки, я приехала домой, я ее кинула в холодильник, иначе она настолько разбушевалась. Но она еще слабенькая чуточку, да. Вот если видны, вот такие поры у нее есть, да, вот. Но ее сегодня надо еще раз подкормить. Я думаю, что вот сегодня это последний ее день кормежки будет, и завтра утром мы посмотрим. Ставим ее в холодильник на хранение до момента испечения хлеба, когда будем печь хлеб. Но, скорее всего, это ее последний день кормления будет сегодня. Мы ее покормим сегодня. Так что она неплохо поднялась. Белая у меня за ночь упала. Вот видно по стенкам грязного ведра. Она у меня за ночь упала. И она, я хочу сказать, что она более слабая. Я ее вчера кормила утром вместе с вами, вот, и еще 2 раза после обеда и перед сном. Но я хочу сказать, что она слабенькая, упала до того, что даже пузыриков не видно. Если у вас случится та же самая история, вы не пугайтесь, мы ее сегодня покормим, поставим в тепло, и она наберет свою силу. Почему так получилось? Я уже в предыдущем видео вам говорила, что ржаная мука, она отличается намного от пшеничной муки, потому что наша пшеничная мука, она, ее отбеливают, ее удаляют всякие, ее отбеливают, ее обрабатывают от болезнетворных каких-то там грибков, потому что она очень сильно впитывает влагу и впитывает вот это все, всякие болячки к себе. В общем, она проходит такую хорошую обработку, и она достаточно тяжелее, чем ржаная закваска. Она поднимается, поэтому с ней нужно более так, возни с ней больше, да. И при ее разведении, да, нужно набраться терпения, и нужно чуть больше времени, чем ржаной, да. Но мы ее докормим еще сегодня. Если вы свой стартер начали с 50 грамм, со 100 грамм, увеличивайте сегодня кормление в 2 раза. Да, у нас мы начали с 25 грамм. Со вчерашнего дня, уже после 3-го кормления, когда наша закваска, вы видели, да, мы ночью проснулись, вся такая в судочках была поднятая, красивая, с пузырями. Мы увеличиваем кормление 50 на 50. И сегодня мы тоже самое будем кормить. Как только ваша закваска поднимается, сразу ее кормите. Вот она хоть и упала за ночь, я уже ночью за ней следить и не собиралась, и нету сил. Поэтому ничего страшного. Вот такую вот упавшую тоже нужно обязательно кормить. Если вы ее поставите в тепло, будете ждать, когда она поднимется, она у вас не поднимется.
Так мы ее покормим. И мы ее размешаем. У нее еще присутствует такой кисловатый запах, чуточку неприятный. Если вам запахи не нравятся, не думайте, что она это испортилась, что это что-то гниет, плесневеет. Нет, это нормальный запах брожения. Вообще, после закваска она имеет довольно-таки приятный запах, когда она уже у вас сильная, она у вас уже рабочая. Вот так мы ее размешаем. Тянется как на блин. И наша вот ржаная вообще прекрасная. Я от нее балдею. Смотрите, какие поры. Смотрите, ну мы ее сегодня покормим последний день. И поэтому я говорю, нет надобности делать большие замесы стартера, да, там показывают и с 200 грамм начинает, и со 100 грамм начинает, и то потом у вас все ведрами. Это уже, наверное, в каком-то маленьком производстве хлеба нужны такие объемы закваски. Хотя в домашних условиях вполне и такое количество закваски вам хватит. Вот она, наша ржаная. Такая густая, что даже отлипать не хочется. И мы ее и здесь в ведерке размешаем. Сейчас очень важно, я говорила, протирать наши супки. Когда закваска поднимется, да, вы, во-первых, будете знать, насколько она поднялась. И, во-вторых, когда она поднимется, если она даже опустится, вы хоть будете знать, что она действительно у вас поднималась, что пришло время ее кормежки. И мы ее вытерем быстренько. Сделаем красивый вид. Вот так. Вот так. И вот так. То же самое проделаем с нашей беленькой. И мы ее закроем плотно. Закрывать нужно плотно. Просто мы ее закрываем крышкой, если... Да, но она иногда может избежать. Она у меня вчера с тех моих синих судочков сбежала, вся потекла наружу. И вот она белая спала. Вот я ее покормила. Ну, вам плохо видно оттуда. У нее уже пузыри сверху. Она уже потихоньку просыпается. Вот она белая, да. Друзья, мы сейчас идем на работу. Вот, мы идем на работу, да, и встретимся завтра утром. Мне кажется, что завтра мы завершим кормление нашей ржаной закваски. Я вам на опыте покажу, как узнать, когда закваска готова уже к работе, когда ее можно ставить в холодильник. И завтра мы поговорим немножко о духовках, о печах, и чтобы вы немножечко были готовы, пока заводите закваску, немножко знать,
о посуде, о формах выпечки, где мы будем выпекать, и о наших домашних духовках. И я желаю вам хорошего дня. У кого смены, спокойной смены. Да, всего хорошего и увидимся завтра утром. До свидания.